Тема – период Тайсё. Тема неоднозначная. Тайсё – великая справедливость. Период в истории Японии с 30 июля 1912 года по 25 декабря 1926 года, совпадающий с правлением императора Тайсё, прижизненное имя Йосихито. К власти на смену олигархической группы Генро пришли парламент и демократическая партия. Этот период был временем либерального движения, известного как демократия Тайсё. Демократию Тайсё обычно отличают от предшествующего хаотического периода Мэйдзи и последующей милитаристской первой части периода Сёва. Можете обратить внимание, на канале есть видео про этатизм Японии периода Сёва, я оставлю ссылку. В период Тайсё важное значение имело движение в защиту Конституции, политическая система была поколеблена и политические партии начали продвигаться. Японский политический и государственный деятель, премьер-министр в Японии в 1917-1921 годах Хара Такаши или Хара Такаси. В 1918 году после рисовых бунтов, можете обратить внимание, на канале есть видео про рисовые бунты, я оставлю ссылку, был назначен премьер-министром. В Японии фактически впервые к власти пришло парламентское правительство, которое возглавлял лидер ведущей парламентской партии Хара Такаши или Хара Такаси. Продвигал 4 основные формы политики, включающие улучшение системы образования, улучшение транспортной системы, развитие промышленности и торговли и укрепление национальной обороны, но все это закончилось без проведения реформ. Как пишет Ричард Теймс, победы демократии в Первой мировой войне поощряли демократов и в Японии, но одновременно демократизацию омрачал призрак большевизма, и если война способствовала бурному развитию промышленности, она провоцировала и промышленные волнения. Так, например, если в довоенное десятилетие среднегодовое число забастовок составляло около 20, то в 1919 году их случилось около 500. 4 ноября 1921 года Хара был убит. 1 сентября 1923 года в Японии произошло великое землетрясение Канто. Сильное землетрясение, название получило по региону Канто, которому был нанесен наибольший ущерб. На Западе его именуют также Токийским или Якогамским
поскольку оно практически полностью разрушило Токио и Якогаму. Землетрясение стало причиной гибели нескольких сотен тысяч человек и причинило значительный материальный ущерб. В 1925 году был принят закон о всеобщих выборах. Как пишет Ричард Теймс, правительство в 1925 году предоставило право голоса всем мужчинам старше 25 лет. Для умиротворения рабочей силы были приняты законы о страховании здоровья, порядке разрешения трудовых споров при помощи посредников и о промышленной безопасности. Тот факт, что указанные законы исходили от ведомства социальных проблем при Министерстве внутренних дел, обнаружил беспокойство, которое в правящих кругах вызывал рост профсоюзного движения среди индустриальных рабочих и популярность марксизма среди студентов и профессуры. В то же время был принят закон о поддержании безопасности или закон о сохранении мира из-за чувства бдительности, так как наблюдался подъем социализма и коммунистической мысли в стране в связи с началом революции в России. Как пишет Ричард Теймс, в 1925 году был принят закон о сохранении мира, который учреждал специальную полицию для борьбы с опасными мыслями и расширял полномочия власти в части преследования подозреваемых в подрывной деятельности. В 1928 году задержали около 1600 подозреваемых в коммунизме. Тогда же призывы к отмене частной собственности и изменению Конституции стали считаться государственным преступлением. В дальнейшем уже появлялся популярный принцип, который пытался смешать демократию с монархией. Когда император Мэйдзи умер, принц Йосихито вступил на престол в качестве императора Японии. Конец периода Мэйдзи был ознаменован огромными государственными расходами, зарубежными инвестициями, оборонными программами, кредитами и нехваткой валютных резервов для погашения долгов. Влияние западной культуры продолжалось. События, последовавшие за революцией, реставрацией, обновлением Мэйдзи. Про революцию, реставрацию, обновление Мэйдзи есть видео на канале, я оставлю ссылку. В 1868 году привели не только к достижению многих внутренних и внешних экономических и политических целей, но и к новому интеллектуальному потенциалу в то время, когда во всем мире был интерес к коммунизму и социализму и так далее. Для Японии распространение коммунизма, социализма, республиканизма и так далее означало отмену императорской семьи и монархии. Социалистическая партия Японии была распущена всего через год после ее основания и общего провала социалистического движения в 1906 году. Начало периода Тайсё ознаменовалось политическим кризисом Тайсё, который прервал прежнюю политику компромисса. Это был период политических потрясений в Японии, произошедших после смерти императора Мэйдзи в 1912 году. В течение 12-месячного периода после смерти императора японское правительство возглавляли 3 разных премьер-министра, поскольку правительство пыталось восстановить баланс между влиянием Генро и японской общественностью, как это было закреплено в Конституции Мэйдзи. Было большое количество требований положить конец политике Генро. То, что происходило, привело к военному господству в 1930-40-х годах. Первая мировая война, можете обратить внимание на канале, есть видео про Первую мировую войну, я оставлю ссылку, позволила Японии, воевавшей на стороне победивших союзных держав, расширить свое влияние в Азии и свои территориальные владения в северной части Тихого океана. Япония объявила войну в Германии 23 августа 1914 года и быстро оккупировала арендованные Германией территории. Поскольку ее западные союзники активно участвовали в войне в Европе, Япония стремилась еще больше укрепить свои позиции в Китае, выдвинув 21 требование в январе 1915 года. Помимо расширения своего контроля над немецкими владениями Маньчжурии и внутренней Монголии, Япония также стремилась к совместному владению крупными горнодобывающими и металлургическими комплексами в Центральном Китае. В условиях медленных переговоров с китайским правительством, широко распространенные антияпонские настроения в Китае и международное осуждение вынудили Японию отозвать ряд требований. В мае 1915 года были подписаны договоры.
Как пишет Ричард Теймс, Япония решила усилить свое влияние в Китае, который все еще переживал беспорядки после падения в 1911 году маньчжурской династии Цинь. В январе 1915 года японское правительство направило молодой Китайской республике 21 требование. Все требования делились на 5 категорий. Первая группа требований относилась к новой позиции Японии на Шаньдунском полуострове, вторая – к ее интересам в Маньчжурии, третья – к добыче полезных ископаемых. Четвертое – к нежелательности предоставления Китаем концессий другим державам. Пятое же заявляло о пожелании Японии, чтобы китайские власти согласились принять выбранных японцами советников, которые бы помогали решать китайским официальным лицам ключевые военные и экономические вопросы. Сопротивление Китая последней группе требований привело к ослаблению пожеланий, а также к видоизменению остальных групп, которые под давлением Британии все-таки были неохотно признаны. Гегемонии Японии в Китае и других частях Азии способствовали другие международные соглашения. Соглашение с Россией в 1916 году помогло еще больше укрепить влияние Японии в Маньчжурии и внутренней Монголии, а соглашение с Францией, Великобританией и Соединенными Штатами в 1917 году признали территориальные завоевания Японии в Китае и северной части Тихого океана. Ближе к концу войны японцы выполняли заказы по необходимым военным материалам для своих европейских союзников. Тем самым они разнообразили промышленность своей страны, увеличили экспорт и впервые превратили Японию из страны должника в страну кредитора. Могущество Японии в Азии возросло после краха Российской империи в 1917 году, после большевистской революции. В дальнейшем Японии пришлось заключить соглашение с Китаем, которое разрешало осуществить транзит японских войск через китайскую территорию. Более 70 тысяч японских военнослужащих присоединились к гораздо меньшим подразделениям сил союзников, отправленных в Сибирь в июле 1918 года в рамках вмешательства союзников в гражданскую войну в России. 2 ноября 1917 года в соглашении Лансинга и Си, можете обратить внимание на канале есть видео про соглашение Лансинга и Си, я оставлю ссылку, было отмечено признание интересов Японии в Китае и обязательство придерживаться политики открытых дверей. С июля по сентябрь 1918 года из-за роста цен на рис вспыхнули рисовые бунты. Крупномасштабные беспорядки и крах общественного порядка привели к концу правления Масатаке. Послевоенная эпоха принесла Японии процветание. Япония отправилась на Парижскую мирную конференцию в 1919 году. На канале есть видео про Парижскую мирную конференцию, я оставлю ссылку, как одна из великих военных и промышленных держав мира. Как пишет Ричард Теймс, в конце Первой мировой войны на Парижской мирной конференции Япония вошла в состав Большой пятерки мировых держав. Ее владение бывшими германскими Тихоокеанскими островами получило юридическое закрепление, хотя и с условием, что они будут рассматриваться как мандатные территории под эгидой Лиги наций. Попытки японцев внести в устав Лиги наций пункт о провозглашении расового равенства встретил сопротивление США, Великобритании и Австралии, которые опасались возможных последствий для иммиграционной политики и настаивали на том, что статус гражданина является внутренним вопросом, определяемым каждой страной самостоятельно. Тем не менее, Япония сохраняла преданность международному сотрудничеству. В 1918 году она послала свои отряды на помощь экспедиционным силам в Сибирь, где безуспешно пытались, можно сказать, задушить большевистскую революцию. В 1921-1922 годах Япония приняла участие в военно-морской конференции в Вашингтоне, где пытались сформулировать новую систему безопасности для Тихоокеанского региона. Токио было предоставлено постоянное место в Совете Лиги наций, и мирный договор подтвердил передачу Японии прав Германии Шаньдуни, положение, которое привело к антияпонским беспорядкам и массовому политическому движению по всему Китаю. Аналогичным образом бывшие острова северной части Тихого океана Германии были переданы под японский мандат. Япония также участвовала в послевоенной интервенции союзников России, была последней союзной державой, которая вышла, сделав это в 1925 году. Несмотря на свою незначительную роль в Первой мировой войне и отказ западных держав от своей заявки на включение положения о расовом равенстве в мирный договор, Япония стала крупным действующим лицом международной политики. Что касаемо демократии Тайсё, общественность разочаровалась в растущем государственном долге и новых законах.
Были предприняты программы жесткой экономии и призывы к общественной поддержке, включая напоминания о моральном обязательстве идти на жертвы ради императора и государства. В то время как последствия биржевого краха в октябре 1929 года, обвальное падение цен акций США, начавшееся в черный четверг, 24 октября 1929 года и принявшая катастрофические масштабы, последовавшие за ним Черную пятницу 25 октября, Черный понедельник 28 октября, Черный вторник 29 октября. Этот биржевой крах, известный также как крах Уолл-стрит, стал началом Великой депрессии. Отражались на всем мире. Япония погрузилась в тяжелую депрессию. Возникло чувство растущего недовольства, которое усилилось после нападения на премьер-министра Асати Хамагути в 1930 году. Хотя Асати Хамагути пережил нападение в дальнейшем, отправиться от ранения он так и не смог. 30 апреля 1931 года он подал в отставку, а в августе умер. Победа большевиков в России в 1922 году и их надежды на мировую революцию привели к созданию Коминтерна. Коминтерн осознавал, что Япония может быть значимой в достижении успешной революции в Восточной Азии и активно работал над формированием Японской коммунистической партии, которая была основана в июле 1922 года. Объявленные цели Японской коммунистической партии в 1923 году включали объединение рабочего класса, признание Советского Союза и вывод японских войск из Сибири, Сахалина, Китая, Кореи и Тайваня. В последующие годы власти пытались подавить партию. Закон о сохранении мира 1925 года был прямым ответом на предполагаемые опасные мысли, совершаемые коммунистическими элементами в Японии. Либерализация избирательного законодательства с принятием закона о всеобщих выборах в 1925 году принесла пользу кандидатам-коммунистам, хотя сама коммунистическая партия Японии была запрещена. К 1926 году коммунистическая партия Японии была загнана в подполье, к лету 1929 года партийное руководство было практически уничтожено, а к 1933 году партия в значительной степени распалась. Паназиатизм был характерен для политики правого крыла и консервативного милитаризма с момента начала реставрации Мэйдзи. Разочарованные бывшие самураи основали патриотические общества и организации по сбору разведданных. Они становились активными во внутренней и внешней политике, способствовали разжиганию провоенных настроений и поддерживали ультранационалистические движения до конца Второй мировой войны. После побед Японии над Китаем и Россией ультранационалисты сосредотачивались на внутренних проблемах и жестко воспринимали внутренние угрозы, особенно такие как социализм и коммунизм. Зарождающийся китайский национализм, победа коммунистов в России и растущее присутствие Соединенных Штатов в Восточной Азии – все это работало против послевоенных внешнеполитических интересов Японии. Сибирская экспедиция и деятельность Китая в сочетании с крупными программами, включавшими большие внутренние расходы, истощили доходы Японии. Только благодаря более конкурентным методам ведения бизнеса, подкрепленным дальнейшим экономическим развитием и модернизацией промышленности, все это с учетом роста дзайбацу, про дзайбацу есть видео на канале, я оставлю ссылку, Япония могла надеяться стать доминирующей в Азии. Соединенные Штаты долгое время являлись источником многих импортных товаров и кредитов, необходимых для развития, рассматривались как серьезное препятствие на пути к этой цели из-за их политики сдерживания японского империализма. Международным поворотным моментом военной дипломатии стала Вашингтонская конференция 1921-22 годов, на которой был заключен ряд соглашений, повлиявших на новый порядок в Тихоокеанском регионе. Экономические проблемы Японии сделали наращивание военно-морского флота практически невозможным, и понимая необходимость конкурировать с Соединенными Штатами на экономической, а не военной основе, сближение стало неизбежным. Япония заняла более нейтральную позицию по отношению к гражданской войне в Китае, отказалась от попыток распространить свою гегемонию на собственный Китай и присоединилась к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции в поощрении саморазвития Китая. В договоре, подписанном 13 декабря 1921 года, Япония, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция согласились признать статус-кво в Тихом океане, а Япония и Великобритания согласились официально расторгнуть свой союзный договор. Вашингтонский военно-морской договор, подписанный 6 февраля 1922 года, предусматривал ограничение морских вооружений. Японскому имперскому флоту было дано больше свободы в Тихом океане. Также был подписан договор 9 держав. Договор 9 держав – одно из соглашений, подписанных во время Вашингтонской конференции 1921-22 годов.
Договор касался обеспечения гарантий территориальной целостности Китая, уважения его суверенитета, а также провозглашал принцип открытых дверей и равных возможностей по отношению к Китаю в области торговой и предпринимательской деятельности и обязывал не прибегать к использованию внутренней обстановки в Китае с целью получения специальных прав и привилегий, которые могут нанести ущерб правам и интересам иных государств-участников договора. В общем, целью договора было предотвращение войны на Тихом океане. Подписавшие стороны согласились уважать независимость и целостность Китая, не вмешиваться в попытки Китая создать стабильное правительство, воздерживаться от стремления к особым привилегиям в Китае или угрожать позициям других стран там, поддерживать политику равных возможностей для торговли и промышленности, пересмотреть экстерриториальность и тарифную автономию. Япония также согласилась вывести свои войска из Шаньдуна, отказавшись там от всех прав, кроме экономических, и эвакуировать свои войска из Сибири. В данный период выросло число работающих женщин, офисных работниц и телефонисток. Помимо этого набирало популярность привлечение женщин на новые для этой эпохи рабочие позиции, торговые центры, кафе европейского типа в качестве кондукторов и проводников поезда. Впервые появились киноактрисы. Одним из ярких символов эпохи стала субкультура так называемых современных девушек, носивших непривычные короткие мужские прически и предпочитавших одеваться в платья европейского кроя. В целом, в течение 1920-х годов Япония изменила свое направление в сторону демократической системы правления. Однако парламентское правительство не было укоренено достаточно глубоко, чтобы противостоять экономическому и политическому давлению 1930-х годов, в течение которых военные лидеры становились все более влиятельными. Эти изменения во власти стали возможными из-за определенной двусмысленности и неточности Конституции Мэйдзи, особенно в отношении позиции императора по отношению к Конституции.